Здравствуйте, друзья! Тайна чертовой поляны. 1908 год. Он запомнился людям как год падения самого таинственного небесного тела – Тунгусского метеорита. Но мало кто знает, что этот год связан с рождением еще одной крупной тайны. Чертово кладбище находится на 400 километров южнее места падения метеорита, но две эти загадки считаются неразрывно связанными. Черная проплешина, где не растет ничего живого. Животные, случайно забредающие сюда, погибают. Люди испытывают сильный дискомфорт и недомогание. Эта аномальная зона также называется Дьявольское кладбище или Гиблое место. Почему эта земля начала убивать? Старожилы рассказывали, что в 1908 году на ничем не примечательной лесной поляне появилась дыра, напоминающая воронку от снаряда. Из нее валил черный дым, а вокруг стояла нестерпимая жара. Происхождение дыры неизвестно, но ее существование не ставится под сомнение. За 100 лет существования аномальной зоны ни одно животное не сумело пересечь поляну и остаться в живых. Даже пролетающие над аномальной зоной птицы падают замертво. Примечательно, что тушки не разлагаются, хотя в 1920 году, когда поляну вновь нашли, было очень много костей. Вскоре обнаружилась еще одна странность. Рядом с границей поляны пролегала дорога в Братск, по которой пастухи перегоняли коров для загод скота. Несколько животных отбились от стада и забрели на чертово кладбище. Пастухи нашли их, смогли достать и не погибнуть при этом. Мертвых коров разрезали. Мясо их было ярко-алым, словно слегка опаленным. Случаи повторялись, и везде отмечался неестественный цвет мяса. Чертова поляна – одна из самых таинственных российских аномальных зон, о которой ходят многочисленные слухи. Находится это гиблое место на границах Иркутской и Красноярской областей, в глухой Приангарской тайге, там, где речка Кова впадает в Ангару. Недалеко от этого места расположен поселок Усть-Кова. От жителей этого поселка впервые и были получены сведения о чертовом кладбище. Изначально чертово кладбище представляло из себя выжженный участок тайги в диаметре 15-20 метров и площадью 200-250 метров квадратных. Вначале она была круглая, но со временем, со слов очевидцев, ее форма изменялась. Аномалия вытянулась, стала овальной. По предположениям, эта аномалия могла возникнуть в 1908 году, в скором времени после падения Тунгусского метеорита. Сам же метеорит упал на 400 километров севернее этих мест. С того времени прошло уже более века, но история возникновения аномальной зоны прочно засела в памяти очевидцев и стала передаваться из поколения в поколение, пока ее не записали журналисты во всех подробностях. В год Тунгусского взрыва жители деревушки Усть-Кова нашли в тайге загадочную и зловещую дыру в земле, походившую на воронку от огромного снаряда. Из ямы валил черный дым, а возле нее был до такой степени сильный жар, что нельзя было приблизиться. Именно со времени появления ямы местность приобрела аномальные свойства. Спустя некоторое время вся поляна вокруг дыры выгорела, и получилась большая черная проплешина, имеющая округлую форму. Деревья вокруг поляны обуглились, все живые существа, попадавшие в этот мрачный круг, сразу погибали. В скором времени поляна покрылась трупами животных и птиц. Из-за этого поляна была прозвана чертовым кладбищем. С того времени на поляне перестала расти всякая растительность. Земля так и осталась черной, рыхлой и покрытой пеплом. Снег на нее не ложился, потому, особенно в зимнее время, ее было нетрудно найти. Местное население долго обходило эти места стороной, и следующие упоминания о чертовом кладбище появились только через 12 лет, в 1920 году. За это время жуткие впечатления начали стираться из памяти. Люди начали снова решаться приблизиться к аномальной зоне. Ни дыма, ни нестерпимой жары вокруг поляны уже не было, а на черной земле были хорошо видны выбеленные временем кости погибших животных. На саму поляну, конечно, никто не решался заходить, да она и сама как будто не подпускала к себе. Стоило попробовать подойти к чертовому кладбищу на десяток метров, как человек начинал ощущать боль во всем теле. Ныли зубы, ломило суставы, начиналась головная боль.
При приближении к гиблому месту боль увеличивалась, а вместе с ней у человека возникало иррациональное чувство страха, паники, беспричинного ужаса. Семен Поляков, житель Карамышева. Мой дед гнал Сахатова и вышел на это гиблое место. Сахатый выскочил на плоскую вершину хребта, потом на поляну, и на глазах провалился и сгорел. Был сильный жар. Ермаков, житель Карамышева. Мой отец водил меня к поляне в 1926 или 1927 году. Приближаться к месту он мне не разрешил, но сквозь ветки деревьев было видно, что деревья возле поляны обуглены. Саму поляну устилали кости и черепа. Отец рассказал, что сюда что-то упало с неба, оно находится под землей, и раньше тут была дыра. После дыру начало заносить ветками, травой. Это случилось десяток лет назад, но еще несколько лет скот и звери проваливались, а потом они уже оставались на поляне и никуда не пропадали. Из рассказа бывалого охотника. Этот рассказ был напечатан в местной газете «Советская Приангария» в 1940 году. Дед охотника приходил на чертову поляну вместе с местным агрономом. Там они увидали лишь голую землю без растительности. Наломав зеленых веток, они положили их на землю. Ветки неестественно быстро завяли, словно к ним поднесли огонь. А жизнь в окрестных поселках шла своим чередом. Поблизости гиблого места проходил удобный путь для выгона скота. И как-то раз произошло, что по недосмотру пастуха несколько коров забрело на чертову поляну. Он попытался их догнать, но замер от ужаса. Бедные животные погибли спустя несколько мгновений после того, как попали на чертово кладбище. Нет, они не загорелись и не обуглились, как это бывало в первые годы после образования аномальной зоны. А когда нескольким местным жителям, превозмогая ломоту в теле и чувство страха, все-таки удалось вытащить трупы коров на безопасное расстояние, они увидали странное явление. У мяса погибших коров был противоестественный ярко-красный цвет. Со временем подобного рода наблюдения были зафиксированы еще неоднократно. У всех животных, погибших в этой аномалии, был такой же цвет мяса. После того, что произошло, дорогу для выгона скота перенесли на 3 километра в сторону от старой, проходящей вблизи чертова кладбища. А рядом с ней на дереве был вырезан указатель, изображавший черта и стрелку, указывающую направление в сторону чертовой поляны. По окончании Великой Отечественной войны жителей приангарских деревень переселили в более обжитые и развитые районы на берегах Амура. Про аномалию позабыли на несколько десятков лет. Но в 1980-е годы на фоне всеобщего увлечения всем непознанным и таинственным кто-то вспомнил про историю о чертовом кладбище, и у исследователей аномальных зон появился к нему профессиональный интерес. Начали снаряжаться многочисленные экспедиции исследователей, которые в течение долгого времени пытались найти чертову поляну в глухой тайге. А отыскать ее было сложно, ориентиров почти не осталось. Деревни, находившиеся поблизости гиблого места, в то время уже исчезли, да и никаких письменных упоминаний о расположении аномалии не сохранилось. Искали почти вслепую, полагались на рассказы бывших местных жителей, десятки раз пересказанные и искаженные. Найти чертово кладбище смогли только в 90-х годах прошлого века. Это оказалось под силу лишь одной из многих экспедиций – группе из Владивостока под началом Александра Ремпеля. Поляна изменилась, уменьшилась в размерах, потихоньку стала зарастать травой. Однако ее аномальные свойства все еще сохранились. Люди по мере приближения к ней все так же начинали испытывать беспричинный страх и боли во всем теле. Собаки, которые забегали на несколько минут на поляну, возвращались оттуда вялыми, изнуренными, в течение долгого времени отказывались от пищи. В отчетах поисковых экспедиций отмечаются странные факты. Одна из исследовательских групп наткнулась на светящиеся столбы и сфотографировала их. Столбы внезапно исчезли, а фотопленка оказалась пустой. У всех исследователей группы после обследования небольшого таежного участка часы начали отставать на 20 минут. Во время привала у одной из групп вышли из строя все исследовательские приборы и остановились часы. После ухода с места стоянки механизмы вновь начали работать. Одна из групп на протяжении 2 часов не могла выйти из прямоугольника размерами 2 на 4 километра. Все исследователи стали чувствовать сильную слабость, пульс снизился до 40 ударов в минуту.
И лишь когда группа смогла с трудом вырваться из этого места, все ощутили колоссальный прилив энергии и без остановки быстро смогли преодолеть 20 километров до базового лагеря. Исследователями была обнаружена локальная магнитная аномалия, однако провести обследование этого места не смогли. У всех членов группы резко ухудшилось самочувствие, начала болеть голова, но после выхода из зоны все сразу прошло. Отрицательное воздействие на самочувствие людей было до такой степени велико, что никто так и не решился зайти на саму поляну. Исследователи, проблуждавшие по тайге в течение нескольких недель в поисках гиблого места, потратившие немало средств на снаряжение экспедиции, спасовали в самый последний момент. Они отложили обследование аномалии на другой день, рассчитывая отдохнуть и набраться сил. Но утром оказалось, что у всех членов экспедиции появились проблемы со здоровьем. У кого-то начали опухать коленные суставы, у других онемели мышцы, у третьих появились резкие боли в позвоночнике. Кроме этого, добавилась моральная подавленность, угнетенное состояние психики, неожиданно вспыхнувшая раздражительность и тревога. Одно уже это может говорить о силе губительного воздействия аномальной зоны на организм и психику человека. Все, что сделали исследователи, это издали сфотографировали чертову поляну и провели некоторые замеры в ее окрестностях. Руководитель экспедиции сообщал, что во время приближения к аномалии компас вышел из строя, а прибор, регистрировавший электромагнитное излучение, начал показывать максимальное значение. Исследователи предположили, что все странные явления, происходящие в зоне гиблого места, вызваны колоссальной аномалией магнитного поля в этой местности. Версия о воздействии геомагнитной аномалии на сегодня является основной. Непонятно лишь ее происхождение. Большинство исследователей считают, что аномалия так или иначе связана с Тунгусским метеоритом. До сих пор неизвестно, что за тело упало в бассейне под каменной Тунгуски. Если это корабль инопланетян, то все становится на свои места. По срокам время падения Тунгусского метеорита и появления воронкообразной дыры на будущем чертовом кладбище совпадают. Если эти два дела одно и то же, то выстраивается цепочка. Инопланетный корабль воздействует на животных магнитными волнами, из-за которых они гибнут. Но эта гипотеза тоже не в состоянии объяснить покраснение мяса животных. Так что же на самом деле находится на этой аномальной поляне в Красноярском крае России? Может, у вас есть версии? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.